Всем доброго времени суток, Асакур с вами, и сегодня в мобильных хрониках хаоса мы поговорим о новом герое Альваноре и об эльфах в целом. Подписывайтесь на канал, а мы приступаем. Выражаю благодарность за активность под прошлым видео и за донаты. Если хотите поддержать меня, ссылка в описании. Мне приятно видеть, что подобный контент вам нравится, и это мотивирует меня создавать все больше и больше нестандартных видео по мобильным хроникам хаоса. Итак, поехали. Для начала поговорим об Альваноре. Альванор позиционируется как маг-поддержка с основной характеристикой интеллект. На экране изображены его характеристики на максимальной прокачке. Несмотря на роль поддержки, в его арсенале помимо защитных способностей в виде лечения и уменьшения входящего урона, есть и два умения, наносящие урон, что позволяет использовать его в качестве основного мага, но об этом чуть позже. Его позиция среди расположения всех героев на 19 месте, то есть в пачке он встает после Сатори и перед Майей. Обликов, понятное дело, у него еще нет, но это лишь вопрос времени. Его артефакты и символы говорят о том, что это маг, который способен наносить урон, и к которому в пачку необходим другой маг для разгона его пробива защиты от магии, чтобы он смог полностью раскрыть свой атакующий потенциал. Исходя из этой цели, к нему подойдут Орион, Ларс или же Безликий. О пачках поговорим чуть позже. Перед началом разбора способностей Альванора стоит отметить, что разработчики взяли курс на выделение всех героев по определенным группам, или как они их назвали, особенностям. Летом появились новые герои Корвус и Морриган, которые и привнесли в нашу игру то самое подразделение на особенности. По задумке авторов, эти самые особенности объединяют героев именно по способностям. И нежить, являясь весьма необычным экспериментом, получилась достаточно играбельной, привнеся в Доминион небольшое разнообразие пачек. Особенно стала популярной пачка с Корвусом, Морриган и Критокирой. И сейчас мы видим перед нами новую особенность – эльфы, которые появляются вместе с Альванором. Представители эльфов – это Аврора, сам Альванор, Кай, Темная Звезда и Тея. В пачке со всеми этими героями ценность способностей Альванора приобретает новый, взаимодополняющий характер, но давайте для начала обсудим его умения отдельно. Первая способность создает перед собой 5 снарядов, которые летят в ближайшего противника, нанося урон и замедляя его. Эта способность является точной копией третьего умения Лиен, только с замедлением и с отличием в том, что Лиен наносит снарядами 30% от своего магического урона, плюс 3600 на максимальном уровне умения, а Альванор же распоряжается 60% уроном от магической атаки, плюс 12000 на максимальном уровне. Это весьма немалые цифры, особенно если наносить их в команде с магом, у которого имеется артефакт на пробив защиты от магии. В таком случае он действительно будет делать больно. Умение кастуется хоть и не мгновенно, но достаточно быстро. Вторая способность вызывает руну, которая, срабатывая с небольшими интервалами 4 раза, исцеляет всю пачку. Во время действия этой способности эльфы лечатся в 2 раза сильнее из любого источника. Объем исцеления состоит из 45% магической атаки Альванора и плюс 70 за каждый уровень. Для умения на втором слоте это выглядит действительно достойно. Сразу на ум приходит сравнение с Теей, которая также лечит всю пачку сразу одной волной, но у нее это основное умение, и излечивает оно слабее, всего 30% от магической атаки, плюс за уровень 50 и еще 200 базового. Но хорошая новость заключается в том, что теперь и первое умение Теи при активной руне жизни выглядит довольно-таки перспективным. Третья способность образует руну, которая наносит урон 2 ближайшим противникам. Руна наносит 45% от магического урона, плюс 60 за каждый уровень и плюс ко всему еще 1200 базового. Здесь нет ничего особенного, просто обычное периодически наносящее умеренный урон умение, без каких-либо замороченных механик. А вот четвертая способность представляет для нас особый интерес. Альванор активирует руну, которая снижает входящий урон от базовых атак противников. Умение понижает урон на 55% от магической атаки, плюс 40 с уровня способности и еще 1040 базовое снижение. Эта руна всегда активна для эльфов, в том числе для самого Альванора, что делает его более стойким. Именно у мага это первое умение в игре, которое понижает входящий урон.
Обычно такую способность ожидаешь увидеть от танков, но точно не от мага. Этим и хорош Альванор, что он достаточно всесторонен, и у него есть много мотивов для использования с большим количеством героев. А именно, первое, имеются две способности, которые вносят урон, и этот урон можно реализовать, добавив в пачку героя с артефактом на пробив защиты от магии. Второе, есть достойное лечение, не отстающее по эффективности от других героев поддержки. Третье, в арсенале этого героя к тому же присутствует способность, которая делает вашу пачку ощутимо крепче. И четвертое, имеется особенность под названием Эльф, которая открывает новые горизонты для построения пачек не только с обычными героями, но и с теми же эльфами в частности. Что этот герой делает на бумаге, можно обсуждать довольно долго, нужно проверять на практике, чем мы сейчас и займемся. В моем распоряжении имеются бои, где все эльфы уже на максимальной прокачке. Посмотрим, как они поведут себя против типичной Клеппи пачки. Кстати говоря, в этих боях вы увидите в действии обновленную темную звезду. Забегая наперед, следует сразу отметить, что практически любая пачка с Пеппи и Тесаком, сражающиеся против Авроры, обречена на поражение. Щит Пеппи отражается от щита Авроры и начинается фейерверк. А в данной конкретной ситуации темная звезда с помощью контроля отталкивает Тесака вглубь его же пачки, что позволяет задеть ореолом Авроры сразу несколько вражеских героев. Единственный, кто подвергается опасности в этом сражении, так это сам Альванор. А именно в тот момент, когда Безликий отбрасывает Аврору за него, и в таком случае Пеппи может нанести урон с помощью своего Трикстера. Но этого урона катастрофически мало. Плюс ко всему, Тея под усиленным лечением из-за руны земли, обезмолвливания и артефакта на защиту от магии активно поддерживает Альванора, не позволяя ему умереть. Следующий бой мы проведем только с двумя эльфами, Альванором и Темной Звездой. Пробуя замиксовать их с Клеппи, на поддержку также доберем Йоргена, чтобы справиться с классическим паком оленей. Здесь мы будем наблюдать обратную ситуацию. Темная звезда с помощью контроля отбрасывает вражеского героя первой линии вглубь пачки, что позволяет Тесаку и Пеппи одновременно применить свои вторые умения, которые нанесут урон нескольким героям сразу. Находясь под оглушением Тесака и контролем темной звезды, вражеский Астарот так и не смог выйти обратно на переднюю позицию, что позволило добить Кристу. Дальше будет легче. Ураган Ларса без шипов Кристы нам уже не так опасен, поэтому мы переживаем его без потерь. Снова пошел ураган от Ларса, но это не дает каких-либо плодов. Тем временем возникает интересная ситуация, в которой темная звезда снова берет под контроль Астарота, и он смещается в центр пачки, и чудом на первую позицию выдвигается Ларс, который успевает получить фатальное количество урона от Трикстера Пеппи. Соперник, лишившись всех дэмэдж-дилеров, уже никак не помешает нам добить оставшихся героев. Следующий бой мы проведем уже с тремя эльфами – Авророй, Альванором и Каем. Добавим к ним Андвари и Безликого против классического Карха Пака. Против Карха с помощью Андвари мы практически полностью обезопасим себя от его подбрасываний. Спустя 20 секунд после начала боя ситуация складывается таким образом, что после отбрасывания безликим вражеского Астарота, Карх находится в очень уязвимом положении, что позволяет убить его первый раз. Но и после воскрешения Астаротом Карха, сам Астарот так и не вернулся на переднюю линию, что без труда позволило убить его второй раз. После этого момента у вражеской пачки не остается шанса выжить. Следующий бой будет против Корвуса, Киры, Морриган, Себастьяна и Джета. Эта пачка очень хорошо зарекомендовала себя в последнее время. Однако, находясь в защите у подобной пачки, нет ни малейшей возможности победить, так как к 4 эльфам мы можем добрать Лиен, которая является прямым контрпиком Киры. КПД Киры против Лиен сильно падает, что позволяет нам победить в бою за 41 секунду. Попробуем улучшить результат, сразившись против той же пачки. Поменяем у себя Кая на Безликого, чтобы дать возможность нанести полный магический урон со способностей Альванора и Лиен за счет того же первого артефакта на пробив защиты от магии. Вражеская Кира, нанеся буквально 2 удара, чуть ли не убила нашу Лиен, но все же урона не хватило, и после применения от Лиен своего усыпления дело осталось за малым. В этом бою против той же пачки нам удалось справиться за 38 секунд. Что можно сказать в итоге?
Первое представление об Альваноре и эльфах абсолютно точно позитивное. Я показал лишь малую часть эльфийских возможностей, и я уверен, что этих возможностей гораздо больше, но мы узнаем о них чуть позже. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь. Вам не сложно, а мне приятно. Совсем скоро на этом канале будет еще больше полезного и нестандартного контента по мобильным хроникам хаоса.